Тайка из бара или фриланс? Тайский баргел и фрилансерши. Что важно понимать, если ты одинокий мужчина на отдыхе в Таиланде? Ведь не все тайки одинаково полезны. Тайки разные нужны. Если ты счастливо одинок и тебя какими-то ветрами занесло в Паттайю, и ты не против новых знакомств, перед тобой встанет вопрос, где и как искать ту самую легендарную тайскую подружку. Как получить те самые впечатления, как не слить бюджет зря. Ну и кто сильнее, слон или кит? Серпень. Что серпень? Но перепончатокрылый серпень. Баргел или фриланс? Прежде всего, измученному эмансипацией мужчине нужно понять, ты только заселился в тайский отель, а на тебя уже начата охота. В некоторых отелях тебе предлагают подружку практически на ресепшене. Иногда звонят номер. С предложением все организовать подходят сотрудники отеля. Подружки ждут на ступенях на входе в отель. Я девственник, я очень волнуюсь. Про массу других вариантов вообще молчу. Короче, все страшно и опасно. Не ходите, мужчины, в Таиланд гулять. Нам крышка. В стране улыбок любовь это товар. И продается сей товар на каждом шагу в оптовых количествах. В общем-то, нужно разок побывать в Паттайе, чтобы навсегда запомнить дурманящий аромат секса. Фигня это. Точно. Кстати, обращу внимание, где-то предлагается быстрое удовлетворение физиологических потребностей, но не проблема найти эмоции, которые ты не ощущал уже много лет. Конечно, та любовь имитация, но имитация что надо. Красота-то какая. Лепота. Так, о чем я? Простите, нахлынуло. В солнечном Таиланде тебя ожидают два основных вида подруг. Барные тайки, они же бар-герл, и фрилансерши. Так зачем подружка? С ней можно то, чего нельзя с женой. Те и другие хищно смотрят на содержимое твоего кошелька. Те и другие, в обмен на некоторую сумму наличности, готовы согреть тебя холодной тайской ночью. Но есть нюанс. У меня уже мозоли. Бар-герл и гоу-гоу-бары. Капитан Очевидность сообщает, что бар-герл ждут нас в барах, прежде всего тех, в которых в своем названии имеют приставку гоу-гоу. Конечно, в Тае, особенно в Паттайе, бар-герл на каждом шагу, однако новичкам советую начать именно с гоу-гоу-баров. Сюда же отнесем сотрудниц клубов, задача которых аналогична бар-герл. В соседних странах их называют хостес, но не будем плодить терминологию. И не путаем их с фрилансершами, об этом ниже. Глаз радуется. Хочешь выпить? Плюсы подружек из гоу-гоу баров. Основные преимущества гоу-гоу баров и тамошних подружек – конвейерной организации процесса. Посмотреть на этот процесс как минимум занятно. Все понимают, зачем ты пришел в бар. Даже если ты в подобном заведении впервые, откровенно стесняешься и не знаешь, куда пристроить руки. Да и мозг заражен тлетворным мужчина должен. Тебя по-быстрому разведут на выпивку и всучат подружку. Ну а та умела сделать все остальное и доведет тебя до полного satisfaction. Ты не успеешь оглянуться, а вот уже встречаешь шутеров по объятиях сонной тайки. Ведь не просто так, тайк прозвали морковками. И кстати, для чего ты идешь тайком? Если твой ответ в поисках секса, Я девственник. нет, еще раз нет. На ни один секс не стоит того, чтобы ради него лететь на другой конец планеты. У таек там нет ничего особенного. На самом деле тебе нужна атмосфера праздника. И именно в барах ты получаешь тот самый отрыв на всю катушку. И нет, у нас нет ничего подобного. Наш стриптиз-клубы по сравнению с тайскими, как сравнить мерцание свечи со слепающим солнцем. Я абсолютно убежден, если мужчина ни разу не бывал в барах на Уолкин-стрит, его унылая жизнь прошла зря. 3 штуки на $1, сэр. Тайские бары работают по прайсу. Как только ты даешь понять, что созрел и хочешь увести с собой подружку, тебе приносят картонку с ценами. Ну, вот как на бухлишко, только на подругу. То есть риск развода на деньги минимален. Нет, конечно, бывает всякое. Если ты откровенно сорил деньгами и попал с жадный мамасан, но и в этом случае разводы все равно очень редко. Работа по четкому прайсу – это точно плюс. Оплатил и забирай, и не теряй время. Едем далее. Гарантия удовлетворения. Ты приходишь в бар, оплачиваешь за подругу, и ее голова точно не заболит. Что оплачено, то твое. В исключительных случаях сбои программы, конечно, бывает. Но ты тогда идешь в тот бар и зовешь мамасан. Это администратор заведения. Мамасан в 3 секунды вопрос разрулит. Тебе дадут другую подругу, а у накосячившей будут проблемы.
Причем той попадет серьезно. Работа в Go-Go баре считается уровнем много выше, чем улица. Желающих по пару в бар более чем достаточно. Тайку накажут на деньги, а может и просто выгонят. Потому если происходят сбои, подружки стараются все решать по-тихому, без участия мамасан. Наличие администратора, которая быстро и жестко решает все вопросы, это плюс. Клиент оплатил, он прав. Немаловажные вопросы безопасности. Если тайка у тебя что-то утащила, ты опять-таки идешь в бар к мамасан, и вопрос решается в мгновение ока. Хотя именно с этим проблемы маловероятны. Тайки не хотят терять теплое место в баре. Правда, говорить дату своего отлета в северные края все равно не стоит, не вводи людей в искушение. По некоторым данным, барные подруги регулярно проходят медкомиссию. Да, я же говорил про четкую организацию. Даже более того, тайки по первой просьбе готовы показать свои справки. Там по-тайски, но запись HIV негатив одинаково для всей планеты. Правда, уповать я на это не советую. Справки покупаются. Ко всему вирус может не определяться до полугода. Однако наличие даже такой бумажки лучше, чем ничего. В целом же, тайки из баров заметно сильнее заботятся о своем здоровье, и это важный плюс. В таких группах риска. Стоит знать, что полового воспитания в Таиланде нет. Потому многие тайки знания про основу защищенного секса и контрацепции получают именно в баре. Они точно проходят инструктаж по технике безопасности. Тебе страшно? Мне нет. Минусы Go-Go баров. Минус подруг из баров в дороговизме. Халява не жди. Помимо оплаты за труд подружке нужно отдать так называемый барфайн. Итого за ночь любви придется заплатить в районе 100 баксов тайки и 50 баксов в бару. Плюс тебя будут трясти на выпивку. Иногда трясут конкретно, и это напрягает. А если потерять голову, легко можно пропить бюджет Анголы. В следующей своей статье я расскажу про вопросы бюджетирования в тайских барах. Однако тут стоит понимать, если ты в Таиланде до последней готов перегрызть глотку за копейку, отдых не получится. Надо бы еще добавить про минусы, но я больше ничего не придумал. Хотя нет, добавлю. Барты тайки часто ориентированы на конвейер. В большинстве своем они не против встретиться с тобой снова, но часто просто забывают предложить. А ты, ну вот чего-то ты закрутился. Раз-два, дело сделала, деньги получила, попрыгала домой. Временами этот конвейер реально напрягает. Если тебе нужна новая подружка на весь отпуск, нужно предлагать. Не все согласны. В любом случае выйдет заметно дороже фрилансерш. Я построю свою ракету с блэкджеком и Фриланс по-тайски. В стране улыбок фрилансерши ждут нас практически везде. Одинокие скучающие дамы на улицах Паттайи – это именно они. В мире бизнеса для фриланса есть биржи FL.ru. В Паттайе для этого используется Бич-стрит. Тьфу ты, Бич-стрит. Пляжная улица. Для понимания, в иные вечера на улице на пару километров тысячи фрилансерш. И это только на бич. Плюсы фрилансер. Прежде всего, фрилансерша ориентирован на постоянное сопровождение. Подружка на весь отпуск – это именно они. По деньгам выходит заметно дешевле, чем подружка из бара, но нужно уметь торговаться. Но об этом в минусах. Фрилансерши в буквальном смысле вцепляются в клиента. Ты много слышал про ласковых таек, но конечно не веришь, и я тебя понимаю. Но 3 дня с такой тайкой все расставит на свои места. Если фрилансерша работает в дэнс-клубе, а в обычном клубе точно не проблема найти подружку, она часто одета круто. Когда у нее классное даже по столичным меркам платье, это очень приятно. Для привлечения клиентов они одеваются как яркие птицы. Хе-хе, товар лицом. И ты сам не веришь, что такую подругу можно увезти с собой в отель. Кстати, фрилансерш лучше всего искать именно в танцевальных клубах. Это выходит дороже улицы, так как подруги платят откат клубу, но точно безопаснее. Ну и выглядят они действительно круто. Фрилансом часто промышляют обычные подруги, которых приложало с деньгами. Потому так можно найти вполне обычную тайку. Не в качестве жены, но для приятного знакомства вариант очень даже. Достаточно пройтись по местам тусовки фрилансер, чтобы заметить, кто постоянные работницы, а кто на подработке. Фрилансерши – самый частый вариант подружки для сопровождения в течение отпуска. Нужно попробовать хотя бы раз, чтобы с удивлением осознать, как случайная подружка умеет создать атмосферу праздника. Еще ты поймешь, как такое возможно, что нормально адекватный мужчина теряет голову, женится на подружках в панели, чего-чего околдовать они умеют. Большинство европейских мужчин задумываются о браке с азиатками именно после знакомств с фрилансершами из Таиланда, Камбоджи, Филиппин и Вьетнама. Фильм ужасов. Минусы же фрилансерш. Полное отсутствие безопасности и в медицинском плане, и в плане стыривания всего ценного. Вопросы никем никак не регулируются. С любой проблемой только в полицию.
у которой полно хлопот и без твоего пропавшего мобильника. Воровство всего ценного – самая частая претензия к фрилансершам. Конечно, на ресепшене отеля делают копии их паспортов, но если у тебя завтра вылет, вопрос кончится ничем. Работа на улице в качестве фриланса считается уровнем много ниже баров. Улица – самый низ пирамиды ночной жизни страны улыбок, потому чаще всего на фрилансе подруги так себе. Хотя, как говорил выше, возможны варианты. Клубные все фрилансерши, наоборот, очень хороши. Медицина. В плане здоровья контроля за фрилансершами никакого. Тайское правительство регулярно устраивает программы по контролю заболеваемости ВИЧ. Но какие выводы сделать женщина из своего положительного статуса? Очень часто, если подруга подцепила нехорошую болезнь, она идет дорабатывать на улицу. Если у тебя получился незащищенный секс, а ты боишься, ты можешь обратиться в клинику, где тебе за $3500 колют комплекс препаратов для предотвращения заражения ВИЧ. Имел глупость перепихнуться без резинового изделия? Учись платить. Моя оплошность. Извиняюсь. Я же уже извинился. Саш, ну ты козел и урод, только что это меняет. Если Тайка не работала в баре и не прошла обучение, ее познания в области защищенного секса часто равны нулю. Все будет так, как захотел мужчина. Без презерватива, пожалуйста, за дополнительную плату. Риски оцени сам. Хотя в этом плане портал в ад открывается, не поверишь, в Южной Корее. Но это другая история. Да и в целом в Азии в этом смысле ситуация не очень. И конечно, я не мог забыть про тайских мужиков, которые выглядят как женщины. История, когда искал подружку, а вместо этого подцепил ледибоя, это в 99% случаев фрилансерши с темных переулков. Вот дерьмо. Работа по прайсу – это в бары. А вот фрилансерши тонко чувствуют, когда ты ориентируешься в ценах. Если ты плаваешь или не готов торговаться, твой кошелек ждет боль. Цены могут загнуть овер до хрена, вплоть до пары килобаксов за ночь. Напомню, ночь любви барной тайки стоит в районе $100 подруги, плюс $50 бару. С фрилансершей нормальная цена $70 за ночь. Если продолжать на весь отпуск, дешевле. И тут, с одной стороны, нужно уметь торговаться, иначе они откровенно наглеют. С другой, от безвыходности она может согласиться на более низкую цену, но ты не получишь праздника жизни, и у тебя что-то стырят. Баланс цены – это важно. Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Фрилансерши говорят то, что мы хотим слышать. Этим они опасны. Я уже писал, тайки умеют околдовать. Остановиться и не увести с собой подружку – это очень сложно. И это минус фрилансерш, хотя кого пытаюсь убедить. В качестве резюме. Тайки из баров это заметно дороже фриланса, но много безопаснее. Плюс отличная конвейерная организация процесса. Такая пакетная программа. Дороже, но ты не паришься в мелочах. Фриланс. Те самые сладкие тайки, которые умеют свести с ума. Вариант для опытных и знающих, что, где, почем. Или кто хочет любой ценой сэкономить и создает минусы. В целом же осторожность и умение сохранять контроль пригодятся в любом случае. Я буду сюда захаживать.